Глава 186. Делая ход. Уголки рта Ханьли слегка пошевелились. Он проклинал того, кто осмелился его беспокоить, но у него не было другого выбора, кроме как глаза открыть. Хотя его магическая сила по-прежнему составляла лишь малую долю от полного восстановления, этот человек приближался к нему. Он не осмелился самонадеянно продолжать медитировать, особенно в таких условиях, когда он не знал, кто именно приближался к нему. Который из старших боевых братьев здесь? Пожалуйста, спасите младшую боевую сестру. Из соседнего леса выбежала женщина в желтых одеждах, шатаясь, она подошла к корню дерева, на котором была Ханьли. Она нахмурилась и подняла голову к верхушке дерева, призывая на помощь. Она словно решила, что там был рыцарь в сияющих доспехах. Недалеко от нее мелькнул тень человека в белом. Ее поведение резко отличалось от ужасающей гримасы напуганной женщины. Тень чувствовала себя довольно вольготно, увидев все это, Ханьли закатил глаза. Он явно был очень недоволен поведением этой женщины, которая вовлекала его в эту ситуацию. Однако, он не был удивлен, что она обнаружила его. Прежде чем все ученики долины Желтого Клена вошли в запрещенную зону, лидер секты Чжун Линьда использовал специальную магию, позволяющую определять местоположение учеников своей секты в определенном диапазоне. Конечно, у этой магии был временный предел, он действовал только в течение 10 дней. Эта магия позволяла ученикам со своей секты поддерживать друг друга, тем самым значительно повышая вероятность успеха. Говорят, что ученики других сект также подвергались воздействию подобной магической техники. У Ханьли не было выбора, кроме как обратить внимание на эту женщину. Он действительно узнал ее, это была та ученица, что на общем собрании стояла рядом с младшей боевой сестрой Чен. Кроме ее прелестной фигуры, в ее внешности не было ничего особенного. Холодно осмотрев молящую о помощи женщину, Ханьли совсем не собирался беззаботно спрыгивать с дерева. Вместо этого он внимательно разглядывал белую тень, которая преследовала ту женщину. Независимо от того, сможет ли он спасти ту женщину или нет, Ханьли хотел оценить, насколько сильным был его противник, прежде чем принять решение. Он не хотел рисковать своей жизнью ради женщины, которая была ему совершенно незнакома. Если бы магическая сила белой тени была средней, Ханьли, конечно, сделал бы свой ход и убил бы ее без тени сомнений, действуя как герой, спасающий красавицу. Однако, если магическая сила тени была пугающе высокой, поэтому Ханьли должен был тщательно рассмотреть вопрос о том, как ему следует отступить, соединившись с той женщиной или же в одиночку. Однако, чтобы быть готовым к любой ситуации, он уже положил руку на сумку и был готов в любой момент использовать золотые кинжалы и защитный талисман. Кроме того, он взял безымянную прозрачную нить и ловко обернул ее вокруг пальца. «Эй, ты выглядишь просто отвратительно. Неужели все ученики долины Желтого Клена столь же бесполезны, как и ты?» Белая тень медленно подошла поближе, являя свое лицо. Это была прекрасная молодая женщина, одетая в белую одежду. Хотя лицо ее было красивым, брови были ее приподняты в злобном выражении лица. Хотя она сказала это женщине в желтом, стоявшей под деревом, ее глаза были направлены к верхушке дерева с убийственным намерением. Было очевидно, что она не была настолько уверена в себе, какой хотела казаться. Она опасалась скрывавшегося Ханьли. 12-й уровень культивации. Увидев слой культивации противника, Ханьли вздохнул с облегчением. Тем не менее, у него все еще были сомнения по этому поводу. Девушка из его секты тоже была на 12-м уровне, однако она была в таком жалком состоянии. Неужели у ее противника был какой-то особый трюк или сильный магический инструмент? Пока Ханьли размышлял над этим, женщина в белой одежде взмахнула рукой. Внезапно рукава ее одежды откинулись, и оттуда вылетели 2 полосы белого света, направившиеся прямо к женщине в желтой одежде. «Старший боевой брат, спаси меня. Все мои магические инструменты уничтожены, и я не могу защитить себя». Лицо женщины в желтом побледнело, когда она прокричала это в ужасе. Как только ее слова покинули рот, 2 полосы золотого света, словно лазеры, спустились вниз с верхушки дерева, преграждая путь белому свету и сражаясь с ним. Ханьли активировал золотые кинжалы, которые он держал в руке. Женщина в желтых одеждах выглядела радостно и почувствовала облегчение. Одна из причин, по которой Ханьли сделал свой ход, заключалась в том, что женщина в белом не была таким уж грозным противником, и он мог с ней справиться, а другая — в том, что таким образом он мог заполучить себе союзника из своей секты на остаток путешествия. В конце концов, культиватор на 12-м уровне будет полезен в будущих сражениях. Наконец ты решился сделать шаг. «Я уж решила, что ты будешь продолжать играть в немого и глупого», — сказала насмешливо женщина в белом. На ее лице не было никакого удивления. Взмахнув рукой, она направила поток света прямо на верхушку дерева.
Верхняя половина большого дерева мгновенно загорелась ярко-красным светом и превратилась в пепел. Однако, все еще не было никаких признаков того, что так кто-то был. Поэтому женщина в белом уставилась на вершину дерева. Какой мощный, большой талисман огненного шара, и молодая госпожа в самом деле готова расстаться с ним. С загадочной улыбкой сказал Ханли. Его лицо внезапно появилось из-за сгоревшего дерева. Культиватор на 11 уровне. Женщина в белом с презрением посмотрела на него. В это время на лице женщины в желтом, которая недавно успокоилась, снова появилась паника. Изначально она думала, что он старший боевой брат из секты, но она никак не ожидала, что он на самом деле окажется младшим боевым братом-новичком, чья магическая сила меньше, чем ее собственная. Если бы ты просто спрятался и спокойно наблюдал за происходящим, возможно, я бы сжалилась над тобой. Но раз ты сделал шаг, то теперь вы сможете стать любовниками только после смерти. Злобно проговорила женщина в белом. Ее злобное выражение лица мгновенно перечеркнуло всю ее красоту. Ханли слегка улыбнулся и продолжил безмолвно контролировать вибрации золотых кинжалов, небрежно шагая к женщине. «Стой на месте, что ты собираешься сделать?» Женщина в белой одежде вскрикнула, подняла руку и погладила защитный талисман на своем теле, чтобы создать барьер. В это время Ханли был всего в 20 чжан от нее. Он сильно пожалел об этом. В прошлый раз, когда он использовал прозрачную нить, ему легко удалось убить ученика Небесной Императорской крепости. С тех пор Ханли увлекся этим тактическим приемом. Когда он был на вершине дерева, он видел, что одетая в белые одежды женщина не использовала защитную магию. Естественно, он снова захотел использовать эту тактику. К сожалению, противник был очень осторожен. Решив, что что-то не так сразу, она быстро закрыла эту лазейку. Ханли поднял голову и громко вздохнул. Похоже, что женщины были гораздо более осторожными, чем мужчины, поскольку провернуть этот трюк не получилось, оставалось только использовать силу. Ханли не стал больше терять время. Бросив защитную магию, он осторожно встряхнул в руке золотые кинжалы и злобно ринулся к своему противнику. Женщина в желтой одежде увидела, что магический инструмент Ханли был совсем необычным и двигался сам по себе. В то же мгновение Ханли использовал талисман, который превратился в огненную змею. Огненная змея направилась на противника. Женщина в белых одеждах холодно рассмеялась. Он приподняла маленькое зеркало размером с ладонь, которое внезапно появилось в ее руках. Развернув зеркало на противника, оттуда вылетел луч зеленоватого света, который блокировал атаку золотыми лезвиями и огненную змею. Лезвие и змея тут же бесцельно повисли в воздухе, поскольку они не могли упасть, находясь под действием заклинания. Глаза Ханли был в шоке. Что это был за магический инструмент? Почему он настолько необычный? Как можно продолжать сражаться, если этот магический инструмент может остановить все его атаки и магические предметы? Не волнуйся, младший боевой брат, ее магический инструмент может заморозить только одну область за раз, при этом его эффективности хватает только на четверть часа. Женщина в желтой одежде, видя потрясение Ханли, немедленно успокоила его. Услышав это, Ханли немного успокоился. Однако то, что сказала эта женщина потом, снова заставило его сердце бешено колотиться от страха. Однако эта злая женщина является потомком одного из старейшин секты маскирующейся Луны и имеет множество странных магических инструментов, которые были переданы ей. Так что младшему боевому брату следует быть более осторожным. Ханли молчал. Если бы я знал, что эта старшая боевая сестра из секты маскирующейся Луна является потомком старейшины, который обладает множеством странных магических сокровищ, я бы никогда не вступил в бой. Ханли почувствовал огромное сожаление в своей душе, когда понял, что его ожидает еще один ожесточенный бой. Глава 187. Желтая полоса Фэн Юэ. Женщина в белых одеждах, видя, что ее магический инструмент заблокировал золотые кинжалы Ханли, выразила недовольство на лице. «Мне было интересно, почему ты рискнул напасть так, как будто переоцениваешь свои способности? Оказывается, у тебя есть магический инструмент первого ранга». Насмешливо проговорила женщина. Не колеблясь ни секунду, она снова развернула руку, достав из рукава хрустальный шар розового цвета. Она вытянула руку и прижала его к колбу. Нехорошо, этот хрустальный шар может уничтожать чужие магические инструменты. Младший боевой брат, быстрее, остановите ее. Все мои магические инструменты были уничтожены таким образом. Поспешно проговорила его женщина в желтом, поскольку цвет ее лица сильно изменился.
Сердце Хань Ли снова начало бешено колотиться, как вдруг он, недолго думая, взмахнул рукой, на которой была намотана невидимая серебряная нить. Нить мгновенно превратилась в полоску серебряного света, которая направилась к хрустальному шару женщины. Голова женщины, одетой в белое, слегка наклонилась, в то время, как ее пальцы изобразили странный жест заклинания. Затем она ударили ими по хрустальному шару на ее лбу полосками красного света. В результате хрустальный шар, впитавший магическую силу, стал выделять огромное количество красного света и начал вращаться сам по себе. Затем он брызнул потоком розовой жидкости, которая приняла форму жидкого облака с круглым шаром в центре. Хотя оно было всего лишь в несколько чжан в ширину, оно накрыло пространство над женщиной словно ярко-красный щит. Хань Ли колебался с мгновения, он не хотел позволить своей серебряной нити попасть в эту розовую жидкость. Вместо этого он маневрировал, чтобы серебряная нить попала прямо в женщину. В то же время он также достал еще один высокоранговый магический инструмент — лазурную веревку. Он украдкой выкинул его, словно это была змея. Веревка прилипла к земле и беззвучно двинулась вперед. Распад. Одетая в белые одежды, женщина неожиданно приказала хрустальному шару. В это же время от облака жидкости отсоединился маленький кусочек, который опустился на землю. В одно мгновение он опутал белый свет, наступающий снизу, заставив его замедлиться настолько, что тот приобрел свою первоначальную форму. Увидев все это, Хань Ли еще сильнее забеспокоился. Мгновенно он отбросил серебряную нить, воспользовавшись лазурной веревкой, чтобы крепко связать женщину в белой одежде и раздавить, как рисовый шарик, поместив в барьер. Хотя у женщины в белом было много магических сокровищ, она не ожидала этой внезапной атаки и не смогла сразу же вырваться на свободу. В этот самый момент Хань Ли без промедления вынул талисман сокровища золотого света. Хотя Хань Ли не представлял, как долго лазурная веревка сможет удерживать такого противника, он рискнул. Ему хотелось бы надеяться, что он успеет воспользоваться талисманом сокровища, чтобы убить противника, прежде чем она сможет освободиться. Женщина в желтой одежде, хотя и выглядела простушкой, но оказалась очень сообразительной. Хотя у нее больше не осталось магических инструментов или сильных талисманов, она по-прежнему продолжала использовать маленькие магические заклинания, такие как большие огненные шары или ледяные молоты и тому подобное. Она продолжала атаковать жидкость, связывающую серебряную веревку, и маленькое зеркало. Она надеялась, что она может спасти несколько магических инструментов Хань Ли, чтобы увеличить их шансы на успех. К сожалению, подобные атаки в большинстве случаев были бесполезными. «Хах, ты хочешь остановить меня такими ничтожными орудиями? Через мгновение я заставлю тебя поплатиться за свой собственный идиотизм». Несмотря на то, что женщина все еще была связана лазурной веревкой, она продолжала говорить с непревзойденным высокомерием. Хань Ли не желал отвечать на слова своего оппонента. Вместо этого он достал свой талисман сокровища золотого света, сосредоточившись на том, чтобы наполнить его магической силой. Но в это же самое мгновение из глубины леса к женщине направилось огромное количество духовной ци из страшного источника. Хань Ли оторопел. Прежде чем он смог отреагировать на случившееся, из леса показалась кончик желтой молнии. В одно мгновение она проникла под лазурную веревку Хань Ли, которой была связана женщина в белой одежде. Прежде чем та женщина успела вскрикнуть, ее тело мгновенно опрокинулось на то место, где она стояла раньше. Хань Ли был в шоке, но его быстрый ум мгновенно начал искать выход из ситуации, но было уже слишком поздно. Голубая тень, словно метеор, мелькнула несколько раз и появилась рядом с трупом женщины. Одним ловким движением он сорвал ее сумку и громко рассмеялся. Все выражение его лица выражало глубочайший экстаз. Хань Ли, который уже сделал свой ход, осознал, что отступать было слишком поздно. Однако, беспокоясь о своей маленькой жизни, он все еще крепко держался за нее, холодно наблюдая за каждым движением этого человека. Прибывший только что мужчина средних лет был со шрамами на лице. У него были ровные брови и нос в форме орлиного клюва. Все его тело было переполнено зловещей ци. Многие люди при виде него дрожали и проявляли почтение издалека. Хань Ли, увидев, что его уровень культивации был на 13 уровне, почувствовал тяжесть на сердце. «Фэн Юэ, ты дикий Фэн Юэ из Небесной Императорской крепости». Прежде чем мужчина в синем успел раскрыть рот, женщина в желтой одежде выкрикнула от испуга. Ее выражение лица было таким, словно она встретила одного из самых жутких демонов. Она не была настолько испугана, даже когда ее преследовала женщина в белой одежде. «Хе-хе. Я не ожидал, что эта девушка узнает меня. После того, как я соберу свой урожай, я займусь вами». Мужчина в синей одежде просто взглянул на женщину в желтой одежде, потом опустил голову и стал обыскивать сумку, которая была у него перед глазами.
Хань Ли почесал нос и уставился на этого человека, хотя его глаза засияли. Хотя он не знал этого человека, он был очень недоволен привычкой старшей боевой сестры делать из мухи слона. Для самого Хань Ли не имело значения, кто был его противник. Он не мог позволить себе паниковать. Чем сильнее противник, тем сильнее он должен сохранять спокойствие. Взглянув на свои магические инструменты, которые теперь были свободны, он протянул руку, в результате чего золотые лезвия и серебряная нить вернулись к нему. Золотые кинжалы были в отличном состоянии, но вид серебряной нить немного напугал Хань Ли. Блестящий серебряный магический инструмент был весь покрыт пятнами ржавчины и был пронизан дырами. Теперь он был разрушен и потерял большую часть своей духовной ци, значительно уменьшив его полезность. Теперь Хань Ли понял, что имела в виду женщина в желтой одежде, когда она говорила о разрушении магических инструментов. Розовая жидкость, которую выпустил хрустальный шар, была невероятно разрушительной. Если она касалась какого-то инструмента, то тот сразу же портился. Разочарованный Хань Ли снова посмотрела на ослепительный желтый свет мужчины в синем. Это было маленькое лезвие в форме дротика. Дротик был в длину, по меньшей мере, в несколько дюймов. Само лезвие было полупрозрачным и острым, а также сияло ярким желтым светом. Это был настолько странный объект, что он убил женщину в белой одежде с одного удара. Хань Ли пристально смотрел на этот предмет. Выражение его лица постепенно становилось мрачным, а его рот был плотно сжат. Тем не менее, два слова «талисман сокровища» неудержимо появились в его голове. Если судить этот талисман маленького дротика по силе, то, возможно, она была примерно равна его талисману золотого света. Он обладал удивительной магической силой. Сознание Хань Ли наполнилось завистью, он поднял голову и посмотрел на желтое небо. Хотя он не мог сказать, какой период времени сейчас был, он был уверен, что уже утро второго дня. Ему было интересно, неужели он исчерпал всю свою удачу в первый день, что теперь он столкнулся с такими противниками. Во-первых, он столкнулся со старшей боевой сестрой из той же секты, насильно превратив его в щит и заставив его сражаться с женщиной из секты маскирующейся Луны, у которой было много сокровищ. В конце концов, ее магические инструменты первого ранга были мощнее, чем его собственные, и у него почти не было способа справиться с ними. Теперь какой-то сумасшедший Фэн Юэ появился. Мало того, что его магическая сила была намного выше его собственной, у него также был талисман сокровища. Все это делало его еще сильнее, чем та высокомерная женщина. Как он мог выкрутиться из этой ситуации? Он не смел рассчитывать на то, что этот сумасшедший пощадит их только из-за своего хорошего настроения. Казалось, что он собирается сражаться изо всех сил. Пока Хань Ли думал об этом, Фэн Юэ закончил обыск в сумке. Он поднял голову с выражением легкого удовлетворения. Казалось, что его урожай был немаленький. Он злобно рассмеялся и собирался что-то сказать Хань Ли и женщине, но потом заметил маленькое зеркало и хрустальный шар, упавшие на землю. Его глаза вспыхнули от жадности, и он взмахнул рукой, желая притянуть к себе два этих магических предмета. К сожалению, до того, как два этих магических инструмента поднялись в воздух, крохотный огненный шар сбил их. Это заставило его отступить назад и выпустить другой рукой аналогичный огненный шар, чтобы напасть на него. Подобная наглость очень разозлила Фэн Юэ, на его лице появился чрезвычайно жестокий взгляд, этот огненный шар был выпущен Хань Ли. Увидев силу маленького зеркала и хрустальный шар, как он мог позволить им ускользнуть у него из-под носа? С другой стороны, женщина в желтой одежде испугалась действия Хань Ли и чуть не закричала. Фэн Юэ медленно повернулся, чтобы взглянуть на Хань Ли. Шрамы на его лице начали двигаться, словно живые земляные черви, заставляя людей дрожать от страха. «Выбирай, как ты хочешь умереть. Ты хочешь, чтобы я разрезал тебя на сотни кусков или медленно поджарил на огне?» Когда женщина в желтой одежде услышала это, все ее тело задрожало, а лицо стало мертвецки бледным. Она больше не могла противостоять страху в своем сердце и начало тайно оглядывалась по сторонам, придумывая пути отступления. Хань Ли ответил ему легкой улыбкой: «Я хочу, чтобы ты умер». Он улыбался очень естественно и беззаботно. Глава 188. Плохая репутация. И без того уродливое лицо Фэн Юэ выглядело еще более отвратительнее. Он никогда бы не думал, что противник на самом деле посмеет над ним издеваться. Внезапно он чуть не дрожал от ярости. Хотя он еще не вошел в стадию заложения фундамента, используя несколько приличных магических инструментов и жестоких, свирепых методов, его страшное имя уже было широко распространено среди учеников более низкого уровня. Стоит отметить, что однажды он запер культиваторов в темной комнате и мучил в течение 3 дней и 3 ночей, чтобы отомстить.
Их жалобные крики беспрестанно раздавались день и ночь напролёт и остановились только тогда, когда он их убил. Когда кто-либо из обычных учеников слышал его имя, их лица становились смертельно бледными, и они старались держаться от него подальше. Из-за подобной репутации он уже давно стал неугодным для экспертов в стадии заложения фундамента. Однако он был также очень умным. Хотя он был несравненно жесток к культиваторами, которые были на низком уровне по сравнению с ним, но как только ему попадался кто-то, чья сила намного превосходила его собственные, он тут же скрывался. Вернувшись в Небесную Императорскую крепость и скрываясь там, люди в Небесной Императорской крепости, чтобы защитить свою репутацию, естественно, не выдавали его. Таким образом, ему удавалось выходить сухим из воды. Преследователям оставалось наблюдать, как он действует свободно и безнаказанно. Подождав, пока его преследователи потеряют к нему интерес, Фэн Юэ снова покидал крепость и продолжал жестоко обращаться с другими культиваторами. Даже после того, как это произошло несколько раз, эксперты все еще закрывали на это глаза, не желая вмешиваться. Фэн Юэ также знал свое место и не нападал на своих покровителей и тех, кто был им близок. Таким образом, поведение Фэн Юэ среди 7 великих сект становилось все более жестоким и безнаказанным. Именно поэтому его злобное имя распространилось повсюду. Но все это лишь польстило его самолюбию, делая его еще более жестоким и тщеславным. Он потерял всякое уважение к культиваторам, которые были ниже его по уровню, кроме нескольких учеников из его секты, репутация которых была не ниже его. Но сегодня Хань Ли, юнец на 11 уровне культивации, осмелился сказать ему, что хочет убить его. Как мог столь высокомерный Фэн Юэ сдерживать свой гнев? Да ты сам напрашиваешься. Взбешенный Фэн Юэ не позволил больше Хань Ли вымолвить ни слова. Мгновенно он коснулся маленького лезвия перед ним, и оно снова превратилось в желтую полосу света, которая направилась прямо к колбу Хань Ли. Он хотел с одного удара разрубить ему голову. И несмотря на то, что его противник установил водяной барьер, Фэн Юэ считал, что его атака сможет разрушить барьер, и человек внутри него погибнет. Хань Ли, разумеется, не собирался позволить противнику делать все, что ему вздумается. Он втихаря поднял руку и высвободил маленький черный щит. Мгновенно увеличившись в объемах, он надежно заблокировал атаку желтой полоски на расстоянии около 2 чжан. Желтая полоска маленького лезвия, столкнувшись с черным щитом, издала звук, подобный щебетанию птиц. Хотя желтая полоса сразу же одержала верх и заставила черный свет неуклонно отступить, маленький щит, не желая сдаваться, продолжал излучать черный свет, упорно сопротивляясь желтой полосе. В настоящий момент эта желтая полоса не могла пробиться и проникнуть за него за столь короткий промежуток времени. Видя это, Фэн Юэ было в шоке, а Хань Ли облегченно вздохнул. Фэн Юэ не ожидал, что у Хань Ли есть редкий, высокоранговый защитный магический инструмент. В то же время Хань Ли чувствовал себя уверенным, потому что его предыдущая догадка была верной. Использовать летающий темный железный щит против талисман-сокровища противника было действительно очень рискованным. Если талисман сокровища его противника оказался бы сильнее, чем он думал, то он бы давно потерял свою голову. Когда Хань Ли и старший боевой брат Лу сражались, знамя лазурного дракона продержалось против его летающего талисмана серого меча почти полдня. Даже если бы маленькое лезвие Фэн Юэ было несколько сильнее, чем его летающий темный железный щит, все равно смог бы сдерживать его какое-то время. Только исходя из этих соображений, Хань Ли решился рискнуть. Видя, что ему пока ни о чем беспокоиться, Хань Ли сразу схватил талисман золотого света, готовясь к его активации, чтобы уничтожить противника с одного удара, но прежде чем он смог наполнить талисман своей духовной силой и бросить его в Фэн Юэ, тот внезапно вскрикнул: «Шлюха! Куда это ты собралась?» Затем образ его тела исчез, и он появился в соседнем участке густого леса, блокируя кого-то. Человек, который пытался скрыться в лесу, был никто иной, как женщина в желтой одежде. Видя, что ее шансы на успех приблизились к нулю с появлением Фэн Юэ, ее сердце замерло от страха. Она решила воспользоваться моментом, пока Хань Ли и Фэн Юэ сражались, и втихаря сбежать. Хань Ли давно заметил это, и хотя ему было несколько обидно, он не был заинтересован в том, чтобы остановить ее. Поскольку она все равно ничем не могла помочь, то уходить или оставаться было ее собственное дело, хотя она и предала его, он все равно не стал препятствовать ее побегу. С другой стороны, он больше не будет вынужден помогать ей. Выживет она или погибнет, будет зависеть только от нее. Хань Ли намеренно решил проигнорировать эту женщину, однако ярость Фэн Юэ все еще пылала, и его было не так легко обмануть. Он уже давно горел ненавистью как к Хань Ли, так и к этой женщине в желтой одежде из-за слов, произнесенных Хань Ли. Когда он увидел, что эта женщина пытается сбежать, он, естественно, не захотел ее отпускать. Вот почему он вдруг метнулся, чтобы преградить ей дорогу.
Когда старшая боевая сестра Хань Ли увидела это, она была настолько напугана, что стала похожей на мертвеца. Она просто повернулась и стала бежать, позабыв все свои магические навыки. Видя это, уродливое лицо Фэн Юэ снова искривилось и снова метнулся к ней. Без колебаний он поднял свою руку и высвободил желтый свет. Он вонзил свою руку прямой ей в грудь и вывел ее спины. С его руки капала кровь. Тело женщины в желтом рухнуло на землю, ее глаза были широко раскрыты. Однако они уже потеряли жизненную силу. Прежде чем она умерла, возможно, она пожалела о своем опрометчивом попытке сбежать. Судя по всему, у противника больше не осталось магических инструментов или сильных талисманов, поскольку Фэн Юэ просто убил эту женщину рукой с близкого расстояния. Вынув свою руку, Фэн Юэ облизнул палец с кровью, злобно улыбнулся Хань Ли. Когда Хань Ли, находившийся под защитой щита, увидел это, его лицо позеленело, и он едва смог сдержать рвотный позыв. Фэн Юэ восторженно подумал, что хотя тот и не закричал, но он определенно испугался. На самом деле причина, по которой он так легко мог побеждать своих противников, заключалась в их страхе перед его репутацией. Когда люди сражались с ним, они думали, что нет ничего хуже, чем погибнуть от его рук. Естественно, страх овладевал ими, как только они видели его, из-за этого сильно страдали их боевые навыки, и проигрыш становился неизбежным. Однако сегодня Фэн Юэ увидел, что, хотя уровень культивации Хань Ли не был высоким, магические инструменты, которыми он обладал, были достаточно сильными. Таким образом, он намеревался запугать его, чтобы ослабить боевые способности Хань Ли и одержать верх. Теперь, глядя на выражение лица Хань Ли, казалось, что его тактика сработала. Фэн Юэ тайно радовался в своем сердце, покачиваясь на ногах, как будто бы он хвастался. Он вернулся к своему первоначальному положению перед Хань Ли. Цвет лица Хань Ли действительно изменился, а о частоте его сердцебиения тоже не стоило упоминать. Однако, это было не только из-за кровавых методов противника. Скорее, это было потому, что он собирался молниеносно сделать свой ход и чувствовал, что его голова начинала болеть, как сумасшедшая. В последний раз, когда Хань Ли использовал талисман сокровища Золотого Света, он понял, что, хотя его сила была намного выше, чем у талисмана Серого Меча, в реальных сражениях с противником на самом деле в нем было несколько больших недостатков. Его разрушительная сила была действительно ужасала. Если она поражала кого-либо, то его противник погибал мгновенно, независимо от того, сколько магических орудий или защитных барьеров они применили. Это было совсем неважно. Тем не менее, недостатки этого талисмана сокровища были также невероятно очевидны. Его можно было использовать только после того, как он впитал в себя большое количество магической силы пользователя, а если ее было недостаточно, то он был абсолютно бесполезен. Если было возможно заранее обездвижить противника, удивительная функция талисман сокровища значительно возрастала. Это был бы лучший инструмент для убийства людей. Но если использовать этот талисман без каких-либо других инструментов, убить врагов было бы просто немыслимо. Если у противника было достаточно магических сил, то он мог использовать какие-либо вспомогательные методы, чтобы увернуться от атаки этого сокровища. Таким образом, этот талисман сокровища Золотого Света на самом деле отличался от талисмана сокровища Летающего Меча или талисмана сокровища Фэн Юэ, маленького лезвия в том смысле, что он не предназначался для воздушных атак. Вместо этого он был исключительно эффективен для создания огромного количества разрушительной силы, подобной оригинальной магической силе сокровища экспертов в стадии формирования ядра из Небесной Императорской крепости. Поскольку у Хань Ли больше не было магических инструментов, которыми он бы мог связать противника, его изначальный план состоял в том, чтобы использовать нескольких золотых кинжалов, чтобы замедлить врага, а затем использовать золотой свет для внезапной атаки, когда противник меньше всего этого ожидал. Хотя Хань Ли не ожидал стопроцентного успеха, но у него была вероятность хотя бы в половину успеха. Однако, видя движение Фэн Юэ, Хань Ли понял, что осуществление этого плана было просто невозможным. Основываясь на отображении скорости противника, которая не была медленнее, чем движущиеся дымовые шаги, он бы легко смог убежать от любой атаки магического инструмента во время боя. Хань Ли был не только крайне раздосадован этим, но это также сбило его с толку. Неужели происхождение этого Фэн Юэ был таким же, как и у него, которое брало начало от Цзинаху? Глава 189. Истребление молний. Хотя Хань Ли не мог понять, почему движения Фэн Юэ были настолько быстрыми, он начал кое-что подозревать. Но сейчас у него не было на это времени. У него не было выбора, кроме как убрать талисман сокровища. Он взмахнул главным лезвием золотых клинков, в результате чего все дочерние клинки вылетали, словно рой пчел, превратившись в 8 полосок золотого света.
все они агрессивно метнулись в сторону Фэн Юэ, полагаясь на то, что хаос от огромного количества может послужить для достижения победы. Было бы намного лучше, если бы противник использовал желтую полосу, чтобы защитить себя. Но Хань Ли не был уверен в этом. Основываясь на репутации противника, Хань Ли считал, что его настоящая сила не ограничивалась этим. Должно быть, у него была еще какая-то атака, поэтому было нужно исследовать ее. Как и ожидалось, когда Фэн Юэ увидел золотые лезвия Хань Ли, летящие прямо на него, на его лице не было и следа паники. Он рассмеялся и достал предмет, который тут же стал испускать свет. Этот желтый магический инструмент был похож на зонтик. Видя перед собой 8 полос золотого света, Фэн Юэ вытянул руку перед собой и неторопливо открыл зонтик. Сферический барьер, созданный из желтого света, мгновенно появился и окутал все тело Фэн Юэ. Золотые кинжалы, попадая в защитный барьер, со звоном отскакивали от него. Это тоже был высокоранговый защитный магический инструмент, и, судя по его силе, он определенно превосходил летающий темный железный щит Хань Ли. Лицо Хань Ли слегка помрачнело, в то время, как Фэн Юэ начал громко смеяться, как сумасшедший. А выражение его лица источило довольство собой. И это было неудивительно. С тех пор, как он заполучил желтый зонтик, низкоуровневые культиваторы никак не могли ему навредить. Увидев испуганное выражение лица Хань Ли, он, естественно, расслабился. Фэн Юэ ценил этот зонт гораздо выше, чем талисман сокровища ножа. Талисман сокровища можно использовать только в течение ограниченного периода времени. Когда их энергия заканчивалась, они становились бесполезным куском бумаги. С другой стороны, желтый зонтик можно использовать неограниченное количество раз. Хань Ли вздохнул и поманил пальцем золотые лезвия назад. В это же мгновение все золотые лезвия вернулись к нему в руку в своей первоначальной форме. Фэн Юэ не знал, что Хань Ли собирался сделать, но поскольку он был под защитным барьером, он считал, что ему было ни о чем беспокоиться. Поэтому он сосредоточил все свое внимание на контроле желтой полосы. Исходя из защитных способностей и возможностей летающего темного железного щит, он, возможно, был намного хуже, чем желтый зонтик, однако Фэн Юэ не знал, что с точки зрения маневренности этот маленький щит определенно был намного лучше, чем большинство обычных защитных магических инструментов. В конце концов, не имело значения, насколько отчаянные движения желтой полоски делал Фэн Юэ, все они были блокированы этим защитным щитом. Именно в это время он понял, что если бы он не уничтожит этот щит, у него не будет способа добраться до Хань Ли, его лицо снова застал гнев. Он был вынужден вернуться к своей прежней тактике использования желтой полосы ножа, чтобы медленно разрушить железный щит. Несмотря на то, железный щит сиял уже не так ярко, а оставшегося черного света было достаточно, чтобы сопротивляться в течение короткого периода времени. В это время Хань Ли, видя, что у него не было никакого шанса на победу, он стиснул зубы и принял опасное решение. Он положил золотые лезвия в свою сумку и вынул оттуда маленькую лазурную тыкву. Подняв своей магией эту тыкву в воздух, из нее вылетело 7 или 8 черных сфер. Эти сферы мгновенно направились к Фэн Юэ, легкие словно перышко. Фэн Юэ, естественно, видел движение Хань Ли. Это широко распространенный магический инструмент, которым пользовались почти все низкоуровневые культиваторы. Так что это не было неожиданностью для Фэн Юэ. Не имело значения, был ли этот инструмент в виде тыквы, бутылки или горшка, сферы, которые выходили из него, назывались первобытными бусами, и их сила по сравнению с высокоранговыми магическими инструментами была слишком мала. Однако именно из-за этого у Фэн Юэ начали закрадываться подозрения. Он не стал дожидаться, когда сферы приблизятся к нему. Вместо этого он достал талисман «Ледяное копье». Как только он поднял его, талисман сразу же засиял кристально чистым, блестящим белым светом и превратился в ледяное копье. Он тут же швырнул его в направлении сфер. Ледяное копье врезалось со звоном в 3 или 4 черные сферы, прежде чем они разрушились. Белые осколки льда рассеялись в воздухе, словно цветы, которые девушки подбросили в воздух. Эти осколки льда превратились в небольшой поток града. Видя это, Фэн Юэ наконец расслабился и снова сосредоточил свое внимание на самом Хань Ли. В это же время в руках Хань Ли появилось лазурное знамя. На этом знамени был изображен лазурный дракон с обнаженными клыками и размахивающий когтями. Он выглядел настолько реалистично, что казалось, вот-вот выпрыгнет со знамени. Поскольку Фэн Юэ был опытным культиватором, он с одного взгляда понял, что этот магический инструмент был определенно высокого ранга. Поэтому он не мог себе позволить недооценивать его силу. Между тем, Хань Ли размахивал этим знаменем, наполняя его духовной энергией, в результате тот начал источать лазурный свет. Свет становился все ярче, так что очевидно, что и его сила была немаленькой.
Хотя Фэн Юэ был полностью уверен в своем желтом зонтике, его расчетливая личность пристально наблюдала за этим знаменем, опасаясь, что этот магический инструмент имеет какую-нибудь странную силу и может прорвать его оборону. Он сразу понял, что эти первобытные бусины были использованы для того, чтобы отвлечь его внимание, поэтому он проигнорировал их. Зная низкую разрушительную силу этих бусин, он не беспокоился о них, поскольку, даже если бы они парили в течение целого дня вокруг его желтого зонтика, они бы все равно не смогли пробиться. Тем не менее, Фэн Юэ все больше беспокоило то, что Хань Ли доставал один за другим высокоранговые магические инструменты. Он предположил, что Хань Ли, как и та женщина со множеством магических сокровищ, был учеником какого-то известного эксперта. Поэтому его желание убить Хань Ли стало еще более актуальным. Он боялся, что если бы соперник сможет выжить, это бы создало ему множество проблем. Тем более, что сам противник был свидетелем того, как он убил нескольких людей и похитил магические инструменты. Если бы покровитель той женщины решил разыскать его, он бы попал в большую переделку. Как только знамя лазурного дракона привлекло внимание Фэн Юэ, а его желание убить Хань Ли возросло, первобытные бусины внезапно накинулись на барьер желтого зонтика. Однако эти бусины с треском отскочили от него. Услышав это, Фэн Юэ инстинктивно пригнул голову. «Не будь так высокомерен. Ты даже и волос с моей головы не заденешь, используя эти первобытные бусы, ха. Такой маленький. Он даже покрашен в синий цвет». Фэн Юэ только усмехнулся, когда увидел первобытную бусину синего цвета, которая смогла проникнуть под его защитный барьер. Он был размером с таблетку и был даже еще меньше, чем обычные первобытные бусы. Однако внезапно Фэн Юэ почувствовал испуг. Он и понятия не имел, как этот синий шарик смог проникнуть сквозь его защитный барьер. Белый свет. Ослепительный белый свет. Это было последнее, что Фэн Юэ когда-либо видел в своей жизни. Он ничего не мог с этим поделать. На глазах Хань Ли, как только синий шарик вступил в контакт с желтым светом, он мгновенно взорвался, излучая серебряный светом в сфере, радиусом в несколько чжан. Он бесшумно окутал большую часть тела Фэн Юэ. После этого белый свет бесследно исчез, приоткрыв ошеломленное выражение лица Фэн Юэ, который выглядел так, будто был готов сражаться еще один день. Сердце Хань Ли упало в пятки, но прежде чем он успел двинуться, на него подул легкий порыв ветра. Тело Фэн Юэ внезапно рассыпалось на песчинки и развеялось по ветру. Все, что осталось от него, пара туфель и остатки ног. Они стояли на том же месте, образовывая действительно жуткую картину. Однако эта картина совершенно не могла испугать Хань Ли. Он просто сел на землю и глубоко вздохнул. Его сердце постепенно успокоилось. Небесный Дитя Молнии был его последним шансом на успех. Однако, чтобы провернуть эту атаку, ему понадобилось множество уловок, чтобы он смог полностью уничтожить Фэн Юэ с лица земли. Однако выражение лица Хань Ли на самом деле не выражало радость. Скорее, это было больше похоже как на самонадеянность, так и на горький смех. Но это было не слишком большой неожиданностью, поскольку уже шел второй день испытания кровью и огнем, а уже использовал все свои магические сокровища, а также свой последний козырь. Его он хотел приберечь напоследок. Как он мог быть счастлив, когда он подумал об оставшихся 3 днях, а также о неизвестном числе жестоких людей, таких как Фэн Юэ, с которыми ему еще предстояло встретиться, его успокоившееся сердце снова забилось быстрее. Однако, если бы он не использовал Небесное Дитя Молнии, он бы не смог сбежать, его летающий темный железный щит достиг своего предела. Кроме того, учитывая высокоранговые магические орудия противника, а также женщину со множеством сокровищ, он определенно понес не такие уже большие потери. В самом деле, было бы правильнее сказать, что ему удастся обогатиться, подумав о своем положении с другой стороны, его лицо засияло. Он поспешно повернулся, но как только его взгляд упал на место, где был его противник, рот Хань Ли широко распахнулся. Он словно потерял дар речи. Глава 190. Черные сапоги. На том месте, где стоял Фэн Юэ, не осталось ничего, кроме его сапог. Его сумка тоже исчезла бесследно. Хань Ли буквально оцепенел от удивления, однако в следующую секунду его словно пчела ужалила взад, и он бросился на поиски сумки. Обыскав достаточно долго то место, где стоял Фэн Юэ, он не смог найти ни малейшего ее следа. Неужели Небесное Дитя Молнии настолько мощная техника? Действительно ли она превратила его сумку вместе с человеком в пепел? Тщательно обшарив пепел руками, Хань Ли пришел к удручающему ответу. Затем Хань Ли увеличил область поиска несколько раз, но результат был прежним. Тем не менее, ему удалось заполучить хотя бы маленькое зеркало и хрустальный шар той богатой девушки.
Кроме того, поскольку владелец уже скончался, он смог заполучить маленький талисман-сокровище. Когда Хань Ли увидел эти 3 предмета, он подумал, что кроме небесного дитя молнии, он потерял также серебряную нить и лазурную веревку, а также сумка была уничтожена. Это заставило его вернуться с небес на землю. Однако, независимо от того, что можно было сказать после этой жестокой битвы, он вышел победителем против гораздо более сильного противника, Фэн Юэ, который превратился в пыль. Не зная, считать это прибылью или потерей, Хань Ли мог только насмехаться над собой. Когда Хань Ли подумал о Фэн Юэ, он бессознательно посмотрел на то, что от него осталось, 2 половинки от ног. Он мог только покачать головой. Затем он поднял руку и выпустил 2 огненных шара размером с кулак прямо на них. Поскольку этот человек был уже мертв, естественно, нужно было замести следы, чтобы другие люди не обнаружили это. Кто знал, что могут возникнуть другие неприятности, пламя тут же покрыло их. В мгновение ока все, кроме этих черных ботинок, превратилось в пепел. Довольный, Хань Ли кивнул головой и повернулся, собираясь уйти. Сапоги? Как странно. Как могли обычные сапоги противостоять против моих огненных шаров? Подумав об этом, он тут же развернулся и увидел свою ошибку. Он с удивлением посмотрел на эти, казалось бы, обычные сапоги. Хань Ли, внимательно присмотревшись, не смог обнаружить ничего неправильного. Мало того, что эти сапоги не были уничтожены огненными шарами, но у них также не было даже ни единого следа от огня. Кроме того, от них веяло легкой духовной силой. Магический инструмент. С большим недоумением спросил Хань Ли. Он немного помедлил, сделал несколько шагов, нагнулся и поднял черные сапоги. Легкие и мягкие, но очень прочные. Кажется, они сделаны из шкуры какого-то зверя. Заключил Хань, погладив сапоги некоторое время. Поскольку он был к ним очень близко, Хань Ли смог почувствовать слабую духовную ци этих сапог. Это действительно был магический инструмент. Кроме того, они, вероятно, были сделаны из кожи демонического зверя. Увидев эти кожаные сапоги, Хань Ли немного пришел в себя. Он несколько нетерпеливо снял свои собственные и надел эти черные сапоги из кожи демонического зверя. Они были настолько удобными и мягкими, как будто их не было вовсе. О чем подумал Хань Ли, когда впервые надел их? Он стал внимательно наблюдать за сапогами после того, как надел их. Однако ничего не произошло. Хань Ли нахмурился и сделал шаг вперед. Чи. Тело Хань Ли внезапно метнулось на несколько чжан и было таким же легким, как перышко. Техника гравитационного полета. Нет, это намного быстрее, чем техника гравитационного полета. Подумал Хань, будучи приятно удивлен. В этот момент Хань Ли наконец-то узнал секрет невероятно быстрых и ловких движений Фэн Юэ. Вероятно, именно благодаря этим сапогам он мог двигаться так же быстро, как молния. Надев эти сапоги, Хань Ли начал медленно передвигаться по земле, постепенно ознакомливаясь с поведением сапог. Он постепенно начал идти все быстрее и быстрее, наконец, стал использовать технику движущихся дымовых шагов, чтобы ускориться. Раньше быстрые движения Хань Ли оставляли позади себя остаточные изображения, когда он перемещался. После того, как он надел эти сапоги, Хань Ли стал еще быстрее, в результате чего несколько одинаковых фантомов появились одновременно, и все они использовали одни и те же движения с одинаковой улыбкой. Однако, когда все фантомы одновременно исчезали, а Хань Ли стоял посередине. Какое время Хань Ли оставался неподвижным в своем первоначальном положении, словно размышлял о чем-то, но затем он внезапно взорвался от смеха и продолжал смеяться до тех пор, пока из его глаз не потекли слезы. Посмеявшись какое-то время, Хань Ли слегка согнулся и сверкнул лазурным светом. Весь он словно превратился в лазурный ветер и фактически бесследно исчез в воздухе. Вокруг было очень тихо. Только изредка раздавался случайный шорох листвы. Внезапно раздался грохот. Деревья, расположенные неподалеку, разлетелись по сторонам. Порезы были чистыми и гладкими, что делало деревья похожими на плоскость зеркала. Однако в поле зрения не было ни одного человека. Деревья ломались все быстрее и быстрее. Спустя мгновение от деревьев в пределах нескольких десятков чжан остались только пни. В этот момент внезапно появился Хань Ли, весь окутанный слабым лазурным светом. На его лице сияла улыбка. Движущиеся дымовые шаги, магическая кожаная обувь и вместе с техникой гравитационного полета фактически сделали Хань Ли настолько быстрым, что его трудно было разглядеть обычному человеку невооруженным взглядом. Это было так, словно он был невидимым. По подсчетам Хань Ли, даже выдающийся культиватор едва ли сможет разглядеть его полностью, даже с помощью техники глаза Бога. Для тех, кто не использовал защитную магию, Хань Ли мог стать настоящей угрозой.
В настоящее время, если он сосредоточился и обнаружил человека в радиусе от нескольких чжан до нескольких десятков чжан, ему бы потребовалось не более одного вдоха, чтобы добраться до него. Естественно, эта скорость превышала пределы человеческого тела, поэтому Хань Ли не смог бы поддерживать эту скорость длительное время. Если он поддерживал ее слишком долго, то все его тело бы сломалось. В конце концов, такие высокоскоростные движения держали в напряжении все его тело. Однако, этого даже короткого промежутка времени было достаточно для того, чтобы убить противника несколько раз. Особенно, если бы это была ситуация, когда он использовал инструмент магической нити, его сила увеличилась бы во много раз. Хань Ли опустил голову и взглядом ласкал свои кожаные сапоги. Он чувствовал, что этот предмет очень подходит ему. Даже если бы кто-то предложил обменять их на талисман сокровища, он бы даже думать об этом не стал, его уверенность увеличилась в несколько раз, однако Хань Ли взволнованно огляделся по сторонам. Когда он увидел труп женщины в желтой одежде, он слегка вздохнул и использовал огненный шар, чтобы скрыть это. Он также закопал тело женщины очень грубо. Это было пределом возможностей Хань Ли. Покончив с этим, фигура Хань Ли вспыхнула и скрылась в лесу. В настоящее время он решил спешить к центральной зоне. Однако Хань Ли не знал, что после бойни первого дня осталось только 70 учеников из различных сект. Менее половины из тех, кто вошел в запретную зону, были еще живы. Большинство из них были элитными учениками из каждой секты, и все они быстро приближались к центральному району. Они поджидали начала второго дня Великой Чистки. Тех, кого они считали слабыми, они безжалостно уничтожали одного за другим. Разумеется, среди тех, кто участвовал в этой бойне, были и богатая девушка, и ученик Небесной императорской крепости Фэн Юэ, убитый Хань Ли. Тем не менее, они были теперь мертвы, исчезнув без следа.